5090. Просто служака, который надевает фрак, чтобы выглядеть представительнее. 7000 – самый скромный пылесос в мире, он берется за любую работу и даже моет полы. 7090 – веселый акробат с цветастым валиком, играючи справляется со сложными заданиями и не всегда справляется с простыми. Но PVC 6000 – самый серьезный пылесос Polaris. Он выглядит солидно и даже официально, как тот, кто реально решает проблемы. Я мистер Вольф, решаю проблемы. Если в доме адский бардак, крошки и песок на ламинате, семена и шерсть на коврах, 6000 поможет. Ведь у него есть паркетный валик и ковровая щетка, надежный мотор и подсветка, чтобы искать соринки, а еще говорят, он работает без лишнего шума, стараясь не привлекать внимания. Но нас не обманешь красивой коробкой и маркетинговыми штучками. Всем привет на канале Bestробot. Сейчас мы со всех сторон рассмотрим Polaris PVC 6000 Energy Way Pro, погоняем его по стендам и выясним, что это за пылесос на самом деле. А начнем, как всегда, с комплектации. В коробке нас ожидает тушка, батарея уже внутри, удлинительная штанга, основная насадка с валиком, ковровая щетка, насадка 2 в 1, щелевая, кисточка типа цапля. Если сможете придумать название получше, пишите в комментариях. Адаптер с евровилкой, держатель на стену с разъемами для всех насадок и крепеж для него, гарантийный талон на 2 года, инструкция на разных языках, включая русский. На первый взгляд все выглядит неплохо, есть даже чем собрать шерсть с ковров, но мебельной насадки мне будет сильно не хватать. По характеристикам ничего особенного, стандартное для Polaris значение. По мощности и комплектации PVC 6000 немного уступает модели 7090, зато он стоит дешевле, а выглядит, на мой вкус, гораздо лучше. Солидное и одновременно практичное сочетание черного и серого, металлик и графит, матовый и глянцевый. Сразу видно, что 6000 пылесос с серьезными намерениями. Конструкция близка к идеалу. Пылесборник вертикальный с удобным обслуживанием, пистолетная рукоять с софт-тач вставкой, чтобы не скользило в ладони. Аккумулятор быстросъемный, но все-таки я предпочел бы, чтобы он находился внизу, а не рядом с мотором. Так было бы лучше для баланса. Если интересно, можете изучить характеристики. Разъем для адаптера находится на аккумуляторе, заряжать можно отдельно от пылесоса. Уровень заряда показывает 5-ступенчатая индикация, пылесборник опустошается одним движением, но можно полностью разобрать и провести ревизию. В турбине помимо сетки размещается дополнительный поролоновый фильтр, а под рукоятью вставляется выпускной HEPA-фильтр. До кнопки запуска кое-как можно дотянуться большим пальцем, но если вы не Кавай Ленард, переключать режимы придется второй рукой. Основная насадка с резиновым бампером и впервые у Polaris с подсветкой. Теперь от пылесоса не скроется ни одна соринка, особенно под диваном. Углы поворота стандартные, порядка 120 градусов. Предусмотрена вертикальная парковка на случай, если позвонит телефон. На подошве большие колеса, чтобы с комфортом ездить по коврам, и опорные ролики, которые придется чистить от волос. Полоса по периметру собирает прилипшую к полу пыль. Чтобы извлечь валик, понадобится 5 рублей. У валика необычная расцветка, но стандартная структура. Черный ворс мягкий, серый жесткий. По идее, сильно забиваться волосами он не должен. В процессе вращения их счищает гребенка. На коврах более эффективно будет работать специальная щетка с волнами жесткой и мягкой щетины. По крайней мере, в теории. На практике посмотрим позже. Пару слов о других насадках. Они стандартные, щелевая без перфорации и подсветки, 2 в 1 с фиксатором и сдвижной щетиной. В общем, ничего особенного. Насадки вставляются как прямо в тушку, так и через штангу. Она тоже простая, без изгиба или раздвижного механизма. Сборка нормальная. Узлы конструкции прилегают друг к другу плотно, избыточных щелей не обнаружено. Есть небольшие люфты, но такие же, как и у большинства аналогов. Весит тушка 1,5 килограмма, а в полном сборе 2,5. Это тоже стандартное значение для вертикальных пылесосов. Проанализировав дизайн Polaris PVC 6000, Bestробot выносит следующий вердикт. Неплохо, но есть к чему стремиться. Пылесос выглядит стильно, к пластику и сборке претензий нет, но управление могло быть и более удобным. Еще я мог бы придраться к расположению аккумулятора HEPA-фильтра, но делать этого не буду. Лучше проверю производительность пылесоса. На максималках 6000 Polaris отработал 11 минут. Это средний показатель для большинства палок. Если вам не повезло стать участником PMF 2023 и вы с ужасом смотрите на свой двухэтажный особняк, не отчаивайтесь. PVC 6000 поможет вам с уборкой, нужно будет только докупить дополнительную батарею. Не сказать, что она сильно дешевая, но хотя бы можно найти в продаже, что уже неплохо. В зависимости от выбранного режима уровень шума варьируется от 70 до 73 дБ. Отличный результат. По состоянию на июнь 2023 года PVC 6000 самый тихий пылесос в истории тестирования.
Связано ли это с качественной шумоизоляцией или у пылесоса просто слабый мотор? Попробуем выяснить. Когда я подношу анимометр к патрубку PVC 6000, крыльчатка моментально раскручивается прямо как канал Best Robot после вашего лайка, а если подписываетесь, вообще залетает в тренды. Скорость воздушного потока нормальная, хотя процентов на 10 меньше, чем у более дорогих моделей Polaris. При этом в щелевом тесте 6000 показал себя просто топчиком. Полностью зачистил 6 мм и наполовину очистил 8-мм щель. По эффективности всасывания это пока лучший пылесос производителя. Тестирование на ламинате только подтверждает это. Даже во втором режиме пылесос собирает мусор с первого же прохода и ничего не разбрасывает. Махать вдоль стены не требуется, просто ведешь насадку к плинтусу и она все собирает. Зацените, насколько четко пылесос убирает в углах. Казалось бы, ему должен мешать бампер и широкий фиксатор сбоку, но нет, затягивает все начисто. После первых тестов пылесборник прямо ломится от мусора. Шерсть, крупа, песок, наполнитель, чего тут только нет. Валик практически чистый, гребенка работает хорошо, а вот опорные ролики предсказуемо придется чистить раз в неделю. Ковролин я убирал ковровой щеткой, это уже более сложная задача для Polaris. Пришлось сделать по 2-3 проезда и немного повозиться у стен. Вот собранный мусор, а вот как выглядит насадка. Отдельные волосы намотались, в остальном чистое. Теперь самое сложное – мохнатый ковер. По каждому участку пришлось проехать раз по 14. На самом деле это даже мало, учитывая уровень загрязнения. Удалось почистить не только поверхность, но и прочесать глубокий ворс. По качеству уборки один из лучших пылесосов прямо сейчас. Другие насадки работают нормально и быстро собирают мусор на подоконнике и рядом со счастливой какашкой. Еще насадкой 2 в 1 я попробовал почистить диван. Результат предсказуемо слабый. Мебельную насадку она не заменит. Подведем итоги. PVC 6000 Energy Way Pro выглядит более строго, чем предшественники, и это вполне обосновано. Он ограничен в плане комплектации, не самый удобный с точки зрения управления. У него нет красивого дисплея и даже док-станции, а только кронштейн на стену. Но по эффективности сухой уборки 6000 по-настоящему впечатляет. Он быстрее аналогов справляется с ламинатом, тщательно убирает вдоль стен и за пару проходов приводит в порядок ковролин. 6000 работает очень тихо, даже на максималках уровень шума не превышает 73 дБ, но при этом пылесос хорошо очищает даже мохнатый ковер. Собакам в квартире Polaris будет только рад, ведь в наличии ковровая щетка, а кошки не приветствуются, потому что мебельной насадки у этой модели нет. На этом у меня все. Поддержите ролик лайком, подписывайтесь, чтобы не пропускать обзоры и заглядывайте в наш телеграм-канал. А пока и до новых встреч!